Воздушная тревога опять. Причем она, знаете, со всех сторон кричит. Справа, слева. Скажем так, с севера, с запада, с юга и с востока. Со всех сторон. С одной стороны начинается, с другой продолжается. Очень часто мне пишут зрители на канале, что это сюр какой-то. Когда звучит воздушная тревога, да, а на детской площадке гуляют дети. Кстати, где Амиран? Амиран... Угу, вижу, все, нашла. Но только на секунду отвернулась уже. Приходится глаз да глаз. Вон он, видите? В голубых, вернее, в синеньких шортиках и в бежевой футболке. Нашел себе дружбанов. Ну вот представьте, звучит под звук воздушной тревоги. Детки гуляют. Ну а что делать? Ну мы же не можем все время сидеть, прятаться. Гуляем, конечно. Уже ударился ногой. Так, мы с Норой вышли. А Амиранчик сейчас пообедал, останется у бабушки, пока мы с Норой сходим в поликлинику. Нора, мне сегодня Нора читала комментарии, а там одна женщина такая пишет: почему у Норы такой характер? Почему она как змея? А вам должно быть стыдно за своих детей. Мне за своих детей не стыдно. У меня самые лучшие дети на свете. Да, Нора? И как кто-то писал, что а как вы можете снимать ребенка, если она не хочет? Ребят, я думаю, кто смотрит канал давно, тут все прекрасно про нас знает и понял. А кто еще не понял, у кого там стыдно, она некрасиво себя ведет. Я вообще не... Я сама в шоке. Она говорит, я вообще ничего не сделала, что происходит. Стыдно, наверное, должно быть не мне, а тем, кто устроил войну. Хотя совести там, наверное, нет, и к стыду призывать некого. Поэтому нормальным людям не нужно объяснять ничего. Они и так все прекрасно понимают, насколько сейчас тяжело. Я не говорю даже про взрослых, я про себя вообще ничего не говорю. А вот насколько тяжело детям. И если Амиран еще не понимает происходящую ситуацию, хотя вы видите, как он там реагирует и про сиреноголового говорит, да, для него это свой мир, то для Норы это вообще все тяжело, все происходящее. И мы стараемся сделать ее жизнь как можно счастливей, сделать все, что в наших силах. Нора, скажи вообще людям, ты счастлива? Ну, фактически. Ну, типа, да. У тебя все плохо в жизни? Нет, у меня все есть. Ну, кроме войны, да? Вот если бы еще наступил мир, и ты бы смогла ходить в школу. Ну, я бы не то, чтобы горю желанием идти в школу. Ну, общаться с детьми ты хочешь? Мне со кажется, общаться с сверстниками? одноклассниками. Ладно. Я вам показала так, как это есть. Мы сейчас не сговаривались. Это было спонтанное видео. Вот как есть, так есть. И поэтому я не буду удалять и блокировать подобного рода высказывания. Я не питаю иллюзий, что люди как-то изменятся. Нет, каждый чем наполнен, тем и делится. Это такая истина, действительно. И все равно добро обязательно победит, и добра в жизни больше, и добрых людей в жизни больше, вне зависимости от того, какой они национальности, какого вероисповедания и какого цвета кожи. Нет плохих наций, есть плохие люди. Я об этом все время говорю, и поэтому не будем обращать внимание на злюк. Я вообще стараюсь жить своей жизнью. Тоже иногда пишут: а почему вы все время всем недовольны? Когда я сегодня сказала,
Ребят, кто смотрел начало сегодняшнего ролика, когда я показывала такие плакаты на стене в магазине, что делать, если угроза ядерного взрыва? А почему вы решили, что я всем недовольна? Я недовольна войной. Я недовольна тем, что, знаете, когда на тебя с одной стороны летят ракеты, а с другой стороны еще находятся такие, которые начинают тебе рассказывать, как тебе надо себя вести, кого тебе надо ненавидеть и так далее. Я вообще считаю, надо жить своей жизнью, никого не поучать, никого не проклинать. И все будет отлично. Жить не тужить, никому не мешать. Так, ну вот мы пришли. Сейчас выйдем, расскажем вам, что там. Мы вышли от доктора. Я же говорю, у нас золотой доктор. Очень быстро нас приняла. Кстати, не было очереди. Ну, вот так вот. И дали нам направление на УЗИ. Послезавтра Норочка пойдет на УЗИ. Ну, в общем, я не знаю. Возможно, Норочка просто ела не совсем полезную пищу, так как это любят все подростки. И теперь мы, наверное, будем кушать только супер полезную пищу. Я так думаю. Кстати, я думаю, за моей спиной вы можете видеть дом, которого больше нет. После бомбежек 22 года. Ладно. Так, мне еще написала одна женщина с таким вот возмущением. Вы ходите, вы показываете непонятно что, вы как инопланетянка, город полупустой, но вы не хотите этого признавать. Где город полупустой? Где полупустой город? На сегодняшний день в городе находится около где-то 1,5 миллиона жителей. Ну, это естественно, есть люди, которые выехали и до сих пор еще не вернулись, но есть люди, которые эвакуировались из Харьковской области беженцами в Харьков, переселенцами. То есть, учитывая вот этих вот переселенцев, почему-то люди, которые где-то сейчас находятся в других странах, которые отсюда уехали, они пытаются убедить меня, как же на самом деле обстоят дела с обстановкой в Харькове. Меня это, честно говоря, очень удивляет, и я не понимаю, зачем вот так вот они твердят свое, пытаются кому-то что-то доказать. Каким образом, находясь сейчас в другой стране, выехав из Харькова, можно доказать мне, которая пребывает здесь, не выезжая ни на один день, 1,5 года, как на самом деле, сколько здесь людей. Город полупустой, ну понятно. Пустынный город, людей здесь вообще нет. Вот как-то так она написала, город пустынный. Нет, ребят, город не пустынный, город продолжает жить, и война обязательно закончится. Всем хорошего вечера. Всем хорошего вечера. Сладких снов, кто уже будет смотреть это видео перед сном. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, кто еще не подписался.